Повелевал светом и тьмой, теперь дерево моя стихия. Спорт это наше? Это вдвоем на одного. Хлипких не держим. Я умею это делать. Между ладонями связь прочная, Москва рабочая. Маленький домик, русская печка, пол деревянный, лавка и свечка. Наверняка вы, как и я в детстве, мечтали построить себе летучий корабль и полететь навстречу приключениям. Ну а вообще, как построить корабль? Ну или хотя бы стол? Думаю, это не так уж и просто. Мы с вами прекрасно знаем, что столы, созданные руками, гораздо надежнее, но и дороже. Людей этой древнейшей профессии называют столяры. Давайте сегодня с ними познакомимся поближе и поймем, стоит ли ручной труд своих денег. Я Евгений Березин, проект «Москва рабочая». Жму руку. Привет, Паш. Здорово, Жень. Павел, герой нашего выпуска. Мне нужен стол. Не вопрос, сделаем. С чего начнем? Давай, Жень, начнем с того, что выбираем материал. Вот я читал в Википедии, что твое дерево это граб. Поэтому я тебе предлагаю выбрать граб. Это будет верно. А кто из них граб? Это вот две доски, они прекрасно будут сочетаться. сочетаться. Стал, я так понимаю, правильно? Да? Ну, Давай будем сейчас волочить их. Спорт это наше. давай. Будем. Я, конечно, качалку не люблю, правда. Давай, варежки, они нам нужны, чтобы занос был поменьше. Так, и сколько такой спил весит, например? Как это называется вообще? Это слэп. Это слэп. Цельный спил дерева в самой широкой его части. Самая широкая. Сколько он примерно вот этот трехметровый весит? Ну, килограмм 80, я думаю. 80. Так, да. Ну, поменьше как... нас, так что разберемся. Нормально, да. Не наша весовая категория. Нет, вдвоем на одного. Так, смотри. Вот так. Смотри, как бы сейчас шаблон определим. Давай, давай, да. Добро. Теперь нам нужен шаблон. Шаблончик. Как, мы овальный, да, будем делать? Да. Скажи мне, ты где родился? Я родился в Беларуси. Беларусь? В Беларуси. Чувствуешь, немножко картошкой пахнет? Беларусь. А я думаю, фри кто заказывал? Кто заказывал? Это не съемочная группа. Это самое, скажи мне, долго ты в Москве? В Москве с 17 лет, сейчас мне 30. 13 То есть уже 13 лет, да. А вырос в Тверской области. А учился на кого? Учился я энергетик по образованию. Повелевал светом и тьмой, теперь дерево моя стихия. О, Ну, поднимай. Вот он, будущий красавец очередной. Со всеми сучками. Все у нас входит. прям вот такой серьезный товарищ получается. Серьезный, да, как раз человек на 10 разместим здесь. Ну 8, ладно, 8. 8, мини-свадьба. Ну, днюху отметь. Согласен. Смотри, ты учился на энергетика по образованию. Ты работал? Да, конечно. Много По образованию. Нет, немножко работал совсем. Ну и в общем, Да, не мое. Но я много что менял. 7 лет ты потратил не туда. 7 лет, почему туда? 5 лет образования 5 высшее. лет, Да, еще 5 пару лет. лет поработать. Ну, там плюс-минус, да. Ну, 8. Да, 7. Когда ты сделал вообще вот первые шаги в этом ремесле? Первые шаги были, они больше такие, менеджмента было. То есть была идея, что мы должны делать производство, мы должны заниматься мебелью. И первые шаги, они начались именно с менеджмента, с маркетинга. Маркетинг. Название кто придумал? Hard Massive, ну это мы вместе с Денисом. Денис партнер мой. Да, Hard Massive. Ну ты сам понял, что такое hard. Да, что такое массив. Да, что Понятно. здесь хлипких не держим. У нас... Я по вашим ребятам заметно, что крепкие. Да. Ну, кто-то странный, я, видимо, они маляры там. Они недавно у нас. Недавно. Они через месяц, как из спортзала, выходят. Это же реклама. Ну да. Слушай, так, понятное дело, что слэпы уже отфрезерованы и, ребят,
честно, фрезеровать не будем, потому что убьем всю аппаратуру. Вот. Это, конечно, интересный процесс, Но пыльный. но да, очень пыльный и опасный, поэтому мы уже взяли выровненные слэпы, срезы, и, соответственно, начертили на них шаблон, по которому мы выпилим форму нашу и будем двигаться дальше. Что дальше? Вот мы сделали. Что дальше? Дальше по этой форме мы будем вырезать сам уже будущий наш стол. Про технику безопасности я вам рассказывать не буду, вы и сами должны это все понимать. Вот очки, перчатки и маска, ну и спецовочка. Начинаем. Мы сейчас придаем форму нашему столу. Я пошел. Давай, Жень. Богом. Кнопка включения. Вот. Угу. Короче, сейчас лобзичком делаем овал и переходим дальше. Я умею это делать. Мебельный бизнес, в принципе, это 30-40% маржа. Володь, устраивайся, работай, подходит. Нет, ваше здоровье. Это индивидуальный подход. Вот. До этого никто не знал, что это такое. Мы стояли на выставках, как дураки, с этими досками. Сейчас на смену меня придет мой сиамский брат-близнец Денис. Между ладонями связь прочная, Москва рабочая. В общем, нашим столом занимаются профессионалы, а мне ребята разрешили залить деталечку полимером. Приступим. В общем, скажи мне, пожалуйста, как ты понял, что вообще хочешь перейти в это ремесло? Всегда делал свою работу и получал от этого удовольствие. Не только материальное, но и когда радость. Видишь клиентов своих, они такие, блин, ты как бы их ожидания превозвосишь. То есть они заплатили тебе за это, но получили больше, чем заплатили. Я понял. Вот это в нашем сам деле. процесс? Сам процесс. И то я понимаю, что это дерево, вот, оно, энергетика от него идет и все дела. Вот. Но самое главное, что мы делаем изделия, которые нравятся нашим клиентам. У нас всегда есть потребность, и я от этого радуюсь. А граб, который мы сегодня используем, он откуда? Кабардино-Балкария. Вся горная древесина, потому что у нее всегда интересный рисунок. Вот граб, он в принципе растет там 30-40 миллиметров в диаметре. Вот. А наш, да, там 700, 600. В горах там очень сложное произрастание, тяжелые условия погоды. А это очень красивый рисунок и уникальное дерево. Давай я пока буду этим заниматься, мне нужно там перемешивать и добавить твердитель сначала. Расскажи про свои хобби. Чем ты вообще занимаешься помимо работы? Помимо работы это спорт. Ну, со спортом я... Качаешься? Ну, мое основное было когда-то пауэрлифтинг. Да, бокс, поэтому это все мои родные стихии. Сейчас боксирую. Каждый день тренируюсь. Кроме, есть 2 выходных. Ну, в субботу-воскресенье ты себе позволяешь отдыхать. Да. Как хорошо. Семейный день, family time наступает. Дети, жена? Жена, дети, конечно. 30 лет мужик. Ну, знаешь. Ну ладно, согласен, забыл. В общем, это, девчонки, 8, 9, с семьей, где вы отдыхаете? Да, где... Ну, по большей части, я сам из Тверской области вырос. Хоть я родился в Беларуси, но Тверская область моя. Вы на выходных туда звали? Да, конечно, природа, отдых, суету сменить городскую. У меня такой поля, леса, рожь руками вот так идти разгребать. Это для меня белорус в душе. Я понял. В общем, вот в этой канистре я перемешал полимер с затвердителем. Теперь нужно по технологии перелить в новый контейнер. Да, собственно говоря, сосуд. И из него уже будем выливать форму, потому что неперемешанные частицы не должны попасть в изделие, которое будет уже эксплуатироваться. Ну давайте, парни. Ваше здоровье. Вот хорошая консистенция, как мед. Мед. Кабардино-балкарский мед.
разливать, это, ну, просто нужно медленно это делать. Медленно делай, Оно само. душа даже запоет. Душа начинает петь. Сколько я посмотрел этих видосов, как это делается, и теперь я сам, видите, себе могу позволить это В сделать. каждом столе есть частица души нашего столяра. Всегда он с любовью делает. Смотри, я наливаю чуть больше, чем, ну вот, вот до нее, да? Ага, хорошо. Чуть побольше, да, чтобы выше был уровня. Вот так? Чуть-чуть подлее. Вот туда, чтобы он распределился. Ну, ничего страшного, дальше силиконового не уйдет. Дальше, вот, в общем, силиконовая формочка нас оберегает от переливов. Но надо еще чуть-чуть долить, чтобы шлифовать можно было, да? Вот, все, хватит. Сюда? Да, можешь теперь следующую. Давай. Полимера у нас много. Полимер французский. Французский, а я-то думаю, круассанами пахнет. Волосы расти начать. У меня раньше лысый был. От полимера? Да. А это только натуральный материал. У нас натуральный для натуралов. Ну, отлично. Отлично, в общем. Володь, устраивайся работать, подходит. Расскажи нам, чем лучше столы, сделанные под заказ своими руками, чем заводские столы, сделанные... Ну, тут вопрос очевидный, ответ точнее очевидный, что это индивидуальный подход. Каждый стол будет сделан индивидуально под клиента. Мы подберем и слэбы, и рисунок, и вообще все будет так, как захочет клиент. Форма любая, то есть это такие позиции, которые можно встроить. Ну, у нас не только столы мы делаем мебель, лестницы, то есть поэтому и занимаемся только индивидуальными заказами. Потому что нам важно общение именно с клиентом, с физическим лицом, юридическим, чтобы мы видели с кем и видеть свой результат, когда можем сделать фотосессию. Тут мы понимаем, что вот оно, готово. И радость такая, и даже жалко с сайта какие-то старые работы удалять, потому что каждую минуту вот реально душа вложена. Про каждую работу могу рассказать. Про каждую. Ну, не надо. Мне говорят, что у меня там уже слишком много их. Сколько? Мы с 2011 года трудимся. С 2011 года. Круто. Мы сделаем с тобой стол. Я понимаю, что себестоимость этого стола, это помимо покупки слэпа, среза, да, хранение, перевозка, люди, электричество. Вот насколько трудоемкий этот процесс? Можно тут тоже как бы затронуть наших конкурентов, потому что так как со слэбами, в принципе, мы первые начали работать в России. Вот. До этого никто не знал, что это такое. Мы стояли на выставках, дураки с этими досками, и нас спрашивают, что это такое, что за доска. Мы говорим, это вот слэбы. Вот. И мы эти технологии все оттачивали. То есть, вот видишь, здесь много процессов, которые не показаны, но это дьявол кроется в мелочах, вот в таких вот. Абсолютно. Вот. И здесь... Скажи, не ошибусь ли я, что с вас, в России с вас началось вот вся вот эта... Да, по сути, все знают такие хард-массив. Кого не спроси, все знают. Но вот процесс именно откуда ценообразование и что как. Сейчас каждый думает, что я взял бензопила, у меня есть огромное дерево, спилил, а он там что-то полежал, я сделал стол. Каждый колхозник так считает. Делает этот стол. Вот, только что потом он тебя весной может выгнать, и все забывают, что дерево, оно всегда живое. Всегда 100 лет оно будет, оно всегда живое. Оно напитывает влагу из воздуха, отдает так же. Поставишь ты старинный комод из старого какого-нибудь помещения влажное, поставишь около камина, там, оно все усохнется. То же самое вынесешь его на улицу, оно наберет влагу в себя. Со столами еще сложнее, так как это слэбы, широкая часть, очень сильное напряжение нитей, волокон, то, что может загибать его. То есть, может, ты купил стол себе за 50 тысяч рублей, а у Hardmassive он 150 стоит. Но за 50 ты чем рискуешь? Тем, что ты просто весной можешь как на лодке уплыть куда-нибудь на нем, вот так вот выгнет, и вот у тебя будет лодка. И купишь себе еще один стол за 100 тысяч рублей, за 50. Либо ты у нас купишь изделие. Оговорка, сколько платят. Давай совершенно верно. Да. Понятно, как бы к ценообразованию вопросов нет. Сколько вы зарабатываете? Мебельный бизнес, в принципе, это 30-40% маржа. Это 30, то есть вы, то, что плавучесть организации 30-40%. Понял. То есть та цена, которая розничная, она обоснована именно вот этим. И вы не выходите за рамки... 40 это вообще идеальное, не из идеального. Так, это 30, вот, ну... Но трудоемкий процесс. Людей, специалистов нужно много. Я так понимаю, специалисты
такого узкого профиля, который как бы вот парень, который нам рассказывал про как это смешивается, еще что-то, он нам рассказал целую технологию, которую мы вам не показываем, потому что у нас не про технологию процесс, проект точнее, вот, поэтому как бы я вам могу сказать точно, что куча людей задействована в том, чтобы вот эта красота оказалась у настоящих ценителей хорошего, доброкачественного стола или мебели. Наш стол готов. Полимер высох, отшлифован. Этим занимаются профессионалы, потому что себе бы я сам бы не доверял такие сложные работы, сами понимаете, детальки еще справлюсь. Но мне доверили покрыть его маслом. Поэтому сейчас к этому и приступим. Я так понял, что в 2011 году, когда вы начали этим заниматься, вы об этом имели какие-то общие представления, что это как. Где этому учат? Берете ли вы себе учеников для того, чтобы они у вас здесь работали? Ну, смотри, да, конечно, не было никакой информации особо, больше брали из источников с интернета, европейских, американцев, и все это воплощали в жизнь. Вот. По поводу обучения, конечно, берем начинающих, новичков. Сейчас, извини, Юра, иди посмотри поближе, как здесь проявляется рисунок. Учеников берем, обучаем ребят. Насчет конкурентов, тех, кто занимается тем же самым делом, просто мой совет: соответствуйте своим словам. То, что вы заявляете, то и делаете. Никогда не обманывайте своих клиентов. Иначе про нас в столяров очень плохая молва ходит, как за людей, которые что-то там не доделывают или еще что-то. Вот, соответствуйте своим словам, все будет хорошо. Слушай, ну, на самом деле, тебе так скажу, есть чем заняться, а не смотреть на конкурентов, понимаешь? То есть, вот я всегда придерживался таким: делай свое дело, а кто там, что там, какие конкуренты, если они не вывозят, понимаешь? Мы не смотрим за ними, нам это особо не интересно. Есть, совершенно верно, есть чем заняться. Нам лучше новый тренд открывать. Мы всегда законодатели мод в этом стиле. И все это знают, То есть у вас подглядывают? Конечно. Кто еще может что-то придумать, что он кроме хардмассива? У меня есть возможность прийти к вам на производство, своими руками все поделать, потрогать, посмотреть глазами, да, и как обычному вот нашему зрителю, где это все увидеть, и все ваши изделия. По сути, да, основной наш канал продаж — это интернет. Инстаграм — это всякие контекстная реклама. Вот. То, что на производстве, всегда клиент может приехать и увидеть, что у нас уже сейчас для кого-то мы делаем. В процессе производства он просто будет более понятно, что и как это будет происходить. Ну и плюс всегда доверие, потому что здесь люди занимаются честным трудом, и мы все вот они, мы настоящие, мы действительно какое-то дело интересное. Пошла рекламка, собственно говоря. Не, ну а что, о том-то и речь, что мы снимаем про людей ответственных, людей ремесла и дела, поэтому, конечно, а я занимаюсь, вот, кстати, всегда хотел это поделать, ни разу этого не делал. Ну вот, Паш, мы прошли с тобой все этапы производства. Расскажи, где можно посмотреть, потрогать то, что вы делаете. Сейчас на смену меня придет мой сиамский брат-близнец Денис, мой партнер, он все тебе покажет. Договорились. А тебе большое спасибо за экскурсию и рассказ души. Между ладонями связь прочная, Москва рабочая. Это Денис, человек, о котором мы говорили сегодня половину времени. Дэн, привет. Евгений, очень приятно. Дэн, скажи, вот этот стол мы делали? Ну, плюс-минус, да, похожая история. Ну вот они примерно все в одной ценовой категории, потому что по размеру одинаковые, или как? Ну, по исполнению, по размеру, да. Это, ну, по исполнению это как бы форма просто. Ну, и по исполнению, в отличие от количества заливки. А, еще и это учитывается. Ну, плюс-минус, в любом случае, ценовая политика вот этих, например, столов там от 150 тысяч. Зная все этапы производства и из чего он сделан, и сколько людей в этом во всем замешано, цена оправдана. Более чем. Между ладонями связь прочная, Москва рабочая. Мы побывали в компании Hard Massive, которая занимается производством мебели из массива дерева.
Занимаюсь тяжелым ручным трудом. Я попробовал себя на всех этапах производства. Не все получилось. Я устал настолько, что еле говорю сейчас с вами. Те деньги, которые они зарабатывают, они оправданы 100%, потому что это реально сложно. А мы занимаемся пропагандой ручного труда в Москве. Меня зовут Евгений Березин. Это проект «Москва рабочая». Увидимся. Опа! Не, одну спинку ровно держит. Вот так. Ну, Нам нужен шаблон. по образованию ты работал? Да, конечно. Много лет? Нет, немножко работаю. Ну и, в общем, не твое. Не мое. То есть 7 лет ты потратил не туда. 7 лет, почему туда? Туда? 5 лет образования. 5 лет. Еще пару лет поработал. Ну, фактически. Ну, вот 7. Когда ты сделал вообще вот первые шаги в этом ремесле? Ну, первые шаги были, они больше такие, менеджмент было. Ага. Была идея, что мы должны делать производство, мы должны заниматься мебелью. И Отлично. первый